Как говорил Джефф Купер, основатель практической стрельбы, если у вас есть пистолет, это еще не делает вас вооруженным. Точно так же, как владение гитарой не делает вас музыкантом. Поэтому и с ружьем нужно тренироваться. Лучше всего это делать в тире или на стрельбище. Но в этом видео я попытаюсь вам дать несколько советов, чтобы вы могли это делать и дома. Итак, сколько же нужно тренироваться? Для того, чтобы поддерживать навыки, хотя бы раз в месяц. А для того, чтобы навыки росли, вам нужно тренироваться каждую неделю. Но цены на патроны и на тренировки отпугивают новичков. И поэтому я хочу сразу успокоить вас. Основную работу вы будете делать дома. 70% времени занимают холостые тренировки. Холощение – это тренировки с фальш-патронами. Такие фальш-патроны можно купить в магазине, либо сделать самостоятельно. Они не содержат пороха, капсуль здесь специальный, имитационный, либо их можно сделать из стрелянных гильз. Тренироваться дома можно только с фальш-патронами, чтобы не стать героем видео «Идиоты с оружием», которых очень много в интернете. Все остальные патроны должны быть в сейфе, чтобы не спутать их с фальш-патронами и чтобы не было случайного выстрела. Для начала повторим правила безопасного обращения с оружием. Первое правило. Всегда обращайтесь с оружием как с заряженным. Второе правило. Я никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять. Третье правило. Палец всегда будет вне спусковой скобы, пока оружие не направлено на цель. И четвертое правило. Я всегда буду уверен в том, что находится перед моей мишенью и за ней. Для начала нужно познакомиться со своим оружием. Как и любой механизм, его нужно изучить. Здесь у нас затыльник, приклад, ствольная коробка, ствол. На стволе целик, мушка. Также у ружья есть цевье и ударно-спусковой механизм, он же УСМ. На УСМ у нас предохранитель, спусковой крючок, который новички называют курок, лоток, разобщитель. Здесь у нас затвор, в нем у нас установлен экстрактор. В ствольной коробке у нас есть эжектор. Подаются патроны из трубчатого подствольного магазина. Я рекомендую делать все манипуляции слабой рукой, по той простой причине, что сильная рука у нас всегда на рукоятке, и мы в любой момент можем сделать выстрел. После того, как затвор закрыт, механизм блокируется, и у нас есть два пути, чтобы его разблокировать. Первый – это нажать на спусковой крючок и сделать выстрел. Чтобы разблокировать механизм без выстрела, мы должны нажать на разобщитель. И после этого мы можем открыть затвор. Чтобы зарядить первый патрон, берем его в горсть, либо между указательным пальцем и мизинцем, и забрасываем снизу. Либо сверху, но если у вас есть коллиматорный прицел, это будет неудобно. Многие новички пытаются засунуть его прямо в патронник. Так делать не нужно, это лишнее. У вас есть лоток, который поднимет патрон, а затвор дошлет его в патронник. Оружие готово к стрельбе, поэтому его нужно поставить на предохранитель. Разобраться с ним очень просто. Если вы видите красную полоску, это означает опасность. Предохранитель снят. В таком положении предохранитель включен. Теперь тренируемся заряжать трубчатый магазин. Для этого продавливаем лоток и большим пальцем досылаем патрон до щелчка. Важно держать палец под 90 градусов, чтобы он не закусывался в магазине. И продолжаем. Продавливаем лоток и большим пальцем до щелчка. Продавливаем лоток большим пальцем до щелчка. Есть два способа разрядить ружье. Первый. Зажимаем разобщитель и тянем цевье на себя. Тянем плавно, чтобы патроны далеко не улетали. И второй способ. Когда мы отжимаем левый отсекатель и достаем патроны из магазина. Теперь извлекаем патрон из патронника. Проверяем, что оружие разряжено. И делаем холостой спуск.
Теперь поговорим о прицеливании. У нас есть два ствола. Первый на нем и мушка, и целик. Когда мы их совмещаем, у нас четкая только мушка. Мишень и целик расплывчатые. На втором стволе у нас только мушка. И когда мы прицеливаемся, прицельная планка у нас не видна. Над ствольной коробкой мы видим только мушку. Современная стрелковая стойка фронтальная. Она позволяет работать на 180 градусов. Практически не меняя положение тела. Итак, ноги ставим на ширину плеч. Одна нога может быть выставлена вперед на длину стопы. Переносим вес на носки. Колени немного согнуты, пружинящая стойка. Корпус наклоняем вперед и выносим оружие на цель. Оружие выносится на цель только руками. Мы не дорабатываем ни ногами, ни корпусом, ни головой. Работают только руки. Приклад плотно лежит в плече. Если приклад будет плотно, то отдача будет просто толкать. Если будет не плотно, то будет бить. Щека также лежит плотно на прикладе. Если будет лежать плотно, то будет просто ружье подниматься вместе со щекой. Если будет не плотно, то будет бить. Для того, чтобы определить правильное положение щеки на прикладе, есть одно простое упражнение. Кладем подбородок на приклад и позволяем голове упасть. И это примерно правильное расположение щеки. Для того, чтобы определить правильность вкладки, существует еще одно упражнение. Вскидываемся и отводим плечо назад. Если приклад начинает съезжать, значит вложились неправильно. Если зафиксирован четко, значит все хорошо. А сейчас небольшой комплекс холостых упражнений для тренировки дома. И первое упражнение – это заряжание и разряжание оружия. Как я говорил, все манипуляции мы делаем левой рукой, и лучше всего делать это не глядя, потому что в темноте вы не будете видеть свое оружие. Разряжаем оружие одним из способов, которые я рассказал. Итак, упражнение номер 2. Отработка стрелковой стойки. Ноги на ширине плеч, левая нога немножко вперед, корпус вперед, колени пружинят, вес переносим на носки. Работаем от плеча. Ружье под 45 градусов. Никогда не направляем его в ноги и не проводим стволом через части тела. Скидываем ружье, одновременно снимая с предохранителя и кладем палец на спуск. Когда ружье опускаем, палец мы убираем. Часто у новичков есть желание откинуться назад, чтобы своим весом компенсировать вес ружья. Так делать категорически нельзя, потому что отдача будет сбивать с ног. Правильное положение следующее. Третье упражнение – экстренная дозарядка. Вбрасываем один патрон в патронник и вскидываемся. Четвертое упражнение. По ГОСТу оружие считается заряженным, когда патрон есть в патроннике. Поэтому некоторые владельцы оружия хранят оружие следующим способом. Патронник пустой, а магазин полный. Для них мы сделаем следующее упражнение. Заряжаем патрон в магазин. Проверяем, что патронник пустой. Делаем холостой спуск. И теперь нужно дослать патрон из магазина в патронник. Делаем это одновременно со вскидкой. Пятое упражнение. Если позволяют условия, то тренируем заряжание оружия на ходу.
Это будет немного сложнее, так как нужно координировать движение рук и ног. Тренируем этот навык в разных направлениях. Такие тренировки не обязательно должны длиться долго. Для новичков будет достаточно 15 минут в день. И в следующий раз, когда вы приедете на стрельбище, вы увидите значительное улучшение своих навыков. Если вам будет тяжело, хочу сказать, что опытные стрелки тренируются час и 2 в день. Поэтому не ленитесь, для холостых тренировок нужно только ваше желание и время.